Друзья, мы запускаем на нашем канале новую рубрику про историю Франции. Надеюсь, вам будет интересно. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. Сегодня мы поговорим о том, почему Париж является городом любви. Представьте себе Париж XII века. Город еще не знает Эйфелевой башни, а слово «романтика» только зарождается. Но именно здесь, среди каменных стен монастырей и университетов, начинает формироваться образ, который спустя века принесет Парижу славу города любви. Именно здесь тогда разворачивается одна из самых трагичных и чувственных историй Средневековья – любовь Пьера Абеляра и Элоизы. Абеляр – блестящий теолог и логик, преподающий в Париже. Элоиза – молодая образованная женщина, чье остроумие и красота покорили его. Их любовь – тайная, страстная и запрещенная. И когда правда раскрылась, Абеляр подвергся жестокому наказанию. Его кастрировали, а Элоиза ушла в монастырь. Но их переписка продолжалась. Их письма не просто любовная переписка. Это философские размышления о страсти, свободе, Боге и судьбе. Они стали образцом интеллектуальной любви. Любви, которая рождается не в телесном желании, а в единстве ума и духа. Проходят столетия, войны, политические интриги. Франция в этом смысле не сильно отличалась от других европейских стран. Лишь упомяну, что к концу XVIII века 13% женского населения Парижа были проститутками. Но к ним мы еще вернемся. Париж XIX века – это город, стоящий на границе двух миров. Старого, монархического, с его сословиями и правилами, предопределенной судьбой, и нового, буржуазного, свободного, ищущего себя в искусстве, политике и чувствах. Это город на пороге революций, не только социальных, политических, но и эмоциональных. После французской революции и наполеоновских войн Париж стал не только одним из политических центров Европы, но и настоящей культурной лабораторией. Здесь рождалась идея индивидуальной свободы, не только гражданской, но и чувственной. В литературных салонах, на пыльных чердаках латинского квартала, в дымных кафе на берегах Сены шло переосмысление любви. Романтики, такие как Виктор Гюго, Альфред де Мюссе, Жорж Санд, не просто писали о чувствах. Они пытались превратить любовь в политический жест. Она становилась протестом против брака по расчету, против аристократичных приличий, против предписанной роли женщины как жены и матери. Любовь у них – это страсть, боль, одиночество и внутренний бунт. Париж формировал новый архетип любви. Не рыцарской и не священной, а обреченной, мучительной, искренней до разрушения. Такой, в который невозможно вписать стабильность, но можно вписать поэзию. В городе рождалось ощущение, что любовь – это свобода быть собой, даже если это ведет к краху. Во второй половине XIX века важную роль в формировании образа Парижа появляется у его нового района – Монмартр. Пространство для тех, кто не вписывался ни в какие социальные и моральные нормы, то есть богема. Там, где творцы делили постель с проститутками, а хлеб с бедняками. В глазах Тулус-Латрека, Модильяне, Пикассо и других художников любовь была гораздо более телесной, усталой и честной. Многие их картины были либо вдохновлены парижскими борделями, либо буквально изображали парижских проституток, коих было немало. А в 20 веке Париж окончательно закрепляется в мировой культуре как город любви. Все благодаря массовой культуре. Голливуд и литература превращают Париж в настоящий миф. В 1944 году, когда Францию освободили и по Парижу прошли праздничные шествия, а позже обрели на лысо 20 тысяч женщин за их любовь с немцами, в стране начинается экономический рост и культурное возрождение. После 4 лет навязывания режимом Виши, героического реализма, фашистской эстетики и культа личности Филиппа Петена. В 50-х годах американский кинематограф буквально влюбляется в Париж. На фоне послевоенного оптимизма он становится экранной мечтой, элегантный, чувственный, немного ностальгический. В фильмах «Последний раз я видел Париж» с Элизабет Тейлор и «Американец в Париже» с Джином Келли город становится не просто местом действия, а одним из главных героев романтических историй. Любовь на экране теперь всегда где-то между Эйфелевой башней, Монмартром и Елисейскими полями. В воображении зрителей Париж становится не просто столицей Франции, а мечтой. Как американская мечта, только не в материальных достижениях, а в личной жизни. Но за этой сказкой стояли и вполне прагматичные причины. Голливуд снимал фильмы в Париже не только ради романтики, но и по экономическому расчету. После Второй мировой войны Франция, как и другие европейские страны, ограничила вывод прибыли иностранных компаний. Американские студии не могли свободно перевести деньги, заработанные во Францию, в США. Чтобы не терять эти замороженные средства, они просто тратили их на месте, в том числе на производство новых фильмов. Кроме того, в Европе было дешевле и рабочая сила, и техника, и аренда. Французское правительство, заинтересованное в развитии кино, предлагало налоговые льготы и субсидии,
особенно если в производстве фильма участвовали местные специалисты. Так что снимать в Париже было не только красиво, но и выгодно. А еще это был маркетинг. В 50-х годах телевидение стало мощным конкурентом кино. Чтобы удержать зрителя, киностудии делали упор на масштаб и экзотику, и Париж идеально подходил под эти цели. Плюс новые технологии, широкоформатная картинка, цветная пленка. Город на этом фоне играл особенно эффектно. Ну и, наконец, Париж уже сам по себе был сильной легендой. Для американцев он уже ассоциировался с утонченной культурой, красивыми женщинами и свободой. Не стоит забывать, что еще за 10-15 лет до этого бума в киноиндустрии сотни тысяч американских солдат видели Францию и Париж своими глазами после высадки в Нормандии и последующей деоккупации страны. Съемки в Париже были способом визуализировать эту легенду и продать ее публике. В это же время Париж живет и в литературе. «Праздник, который всегда с тобой» Эрнеста Хемингуэя делает город синонимом свободы, молодости и чувств. «Жюль и Джим» Анри Пьера Роше – это история страсти и утраты, снятая Трюфо на экране. А с творчеством Эдит Пиаф, я думаю, вы все знакомы. Именно через фильмы, книги, песни Париж становится символом любви, даже для тех, кто в нем никогда не бывал. Этот образ не просто красив, он работает, он продает мечту и остается с нами до сих пор. В 21 веке этот образ усиливается маркетингом, социальными сетями и туристическими ритуалами. В Париже ежегодно происходит значительное количество предложений руки и сердца, особенно у Эйфелевой башни. По оценкам, ежедневно на Трокадеро, популярной площадке с видом на башню, фиксируется примерно 10 предложений в день. Другие источники сообщают о 10 предложениях в день непосредственно на Эйфелевой башне. И если учитывать другие локации в Париже, то можно с уверенностью сказать, что 10 тысяч предложений в год как минимум делается в этом городе людьми, которые специально для этого приехали. Сегодня мы узнали, почему Париж является городом любви. И стал он им не просто так. Это целая тысячелетняя история. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и до скорых встреч!